Друзья, всем привет! По просьбам подписчиков готовлю популярный шоколадный торт Прага, родом из СССР, в кето-варианте без глютена и без сахара. Шоколадный кето-торт Прага обладает очень шоколадным вкусом и понравится всем любителям шоколада и выпечки шоколада. Торт готовлю без муки, поэтому он отлично подойдет для всех, кто избегает глютен, ограничивает углеводы или придерживается кето-рациона. Торт Прага в кето-варианте – это мой авторский рецепт, как многие десерты на канале. Буду очень благодарен, если поставите лайк, это помогает алгоритмам продвигать канал, а меня мотивирует на новые рецепты. В яйца добавляю подсластитель и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера, чтобы подсластитель полностью растворился. Добавляю растопленное сливочное масло, льняную муку, какао-порошок, разрыхлитель и ванилин. Перемешиваю на средних оборотах миксера. Невмешанные остатки теста снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером до получения шоколадно-льняного теста без комочков. Тесто получилось гладкое и однородное. Форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все тесто. Равномерно распределяю шоколадно-льняное тесто по всей площади формы при помощи силиконовой лопатки. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Для крема в сотейник со сливками добавляю желток и аллюлозу. Интенсивно вымешиваю на умеренном огне, чтобы заварная основа не прилипла к дну сотейника и не свернулась. Увариваю, непрерывно вымешиваю заварную основу ручным венчиком. При отсутствии венчика можно вымесить лопаткой. Как только появилась пена, увариваю еще 2 минуты и снимаю с огня. Переливаю заварную основу в емкость для остывания и убираю в холодильник. Выпеченный шоколадный льняной бисквит переворачиваю на решетку. Снимаю пекарскую бумагу и убираю в холодильник. Мягкое сливочное масло вымешиваю на высоких оборотах миксера до бела. Сливочное масло не менее 72,5% жирности. Во взбитое сливочное масло добавляю какао-порошок. Тщательно вымешиваю на высоких оборотах миксера. Шоколадно-сливочное масло после взбивания однородное и гладкое. Убираю в холодильник. Холодный шоколадный бисквит разрезал на 2 коржа. Внутри коржи мягкие и пористые. Холодное шоколадное масло еще раз вымешиваю миксером. Холодную заварную основу вымешиваю миксером. Готовая заварная основа увеличилась в объеме. Она стала светлая и более пышная, чем-то напоминает сгущенное молоко. Холодную заварную основу вливаю в охлажденное шоколадное масло. Вымешиваю на умеренных оборотах миксера. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно вымешиваю миксером до получения шоколадно-сливочного крема. Готовый шоколадный крем для торта Прага очень гладкий и готов к работе. Основную часть крема выкладываю сверху первого шоколадного коржа. Осторожно распределяю шоколадный крем по всей площади коржа волшебной палеткой. Очень важно при распределении крема формировать кремовые бортики. Тогда торт будет иметь ровную форму. Сверху укладываю второй шоколадный корж. Закрываю шоколадным кремом пустоты между коржами при помощи лопатки. Оставшийся крем выкладываю сверху торта и окончательно распределяю шоколадный крем тонким слоем волшебной палеткой. Торт Прага – знаменитый торт из СССР, придуманный начальником кондитерского цеха московского ресторана Прага Владимиром Гуральником. Окончательно выравниваю торт волшебной палеткой. При отсутствии палетки выровнять торт можно шпателем. Торт убираю в холодильник до следующего дня. Для глазури темный шоколад без сахара необходимо растопить в микроволновой печи или на водяной бане. Я растопил шоколад в микроволновой печи. Тщательно вымешиваю лопаткой, чтобы все шоколадные крупинки растворились. Добавляю мягкое сливочное масло. Вымешиваю лопаткой. Шоколадная глазурь гладкая, без крупинок. Она готова к работе. Сверху на холодный торт выкладываю теплую шоколадную глазурь. Быстрыми движениями распределяю шоколадную глазурь волшебной палеткой, доходя до самых краев, слегка сводя глазурь на стенке торта. Выравниваю глазурь палеткой сбоку торта. Очень важно работать в темпе и не медлить, так как глазурь очень быстро остывает на холодном торте. Готовый торт убираю в холодильник, чтобы глазурь окончательно остыла примерно на 20-30 минут. При желании сверху дополнительно можно нанести декор из темного шоколада при помощи кондитерского мешка в виде решетки. При отсутствии кондитерского мешка можно использовать пакет. Шоколадный кето-торт Прага получился по шоколадным очень шоколадный. Шоколадные коржи, шоколадный крем, с шоколадной глазурью и шоколадом. Это праздник для любителей шоколада и все, что связано с шоколадом. Я сам люблю очень шоколад, и поэтому для меня это идеальный шоколадный торт, который заряжает шоколадным настроением на весь день и дарит много шоколадных эмоций. Друзья, готовьте со мной полезные и вкусные рецепты на канале.